Всем огромный привет! С вами Ольга и вы на канале Best Рукоделия. Сегодня я покажу вам, как сделать шикарные бантики в серо-розовых тонах, а вы напишите в комментариях, понравились ли вам эти бантики. Как всегда, свою работу я начинаю с нижнего бантика. С помощью иголки нахожу и намечаю середину отрезков. Далее концы отрезка прикладываю к иголке справа и слева, таким образом, чтобы они выступали за бантик на 1,5 сантиметра. Переворачиваю заготовку и прошиваю по линии середины. Чтобы придать нижнему бантику интересную форму, закругляем края и обрабатываем срезы огнем. Для верхнего бантика возьмем 2 отрезка по 20 сантиметров. Складываем один отрезок пополам и намечаем линию середины. Проходим огнем, чтобы выделить ее. Со вторым отрезком поступаем точно так же. К линии середины приводим края и начинаем прошивать. Можно, конечно, прошивать, сложив 2 отрезка вместе, но, на мой взгляд, это не так удобно, как делаю это я. Когда оба бантика готовы, нам необходимо сделать розочки для украшения. Я беру ленту в тон, поэтому разрезаю ленту 4 сантиметра пополам, обрабатываю срез огнем и из этой ленты буду формировать розочки.
помощью горячего клея собираю бантик. Середину бантика украшаю декоративным кожзамом. Розочки для украшения приклеиваю на горячий клей, а затем для надежности пришиваю мононитью. Все, что осталось, это украсить наш бант бусинами. Их я тоже пришиваю. Размер бусин 3-4 мм. Друзья, если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь, чтобы не пропускать новые интересные мастер-классы.